Ребят, всем привет! Сегодняшний влог я начинаю с нахождения в кафе. Вот сейчас я заказал десерт, заказал также попить. И сегодня я выдвигаюсь в новый для себя город, совершенно один. У меня буквально есть около 40 минут, и я буду стартовать. Но прикол в том, что я сейчас нахожусь неподалеку от того места, откуда буду выезжать. И я не знаю, с какой стороны буду стартовать, то есть с какой стороны дороги мне нужно находиться. Поэтому я обязательно это уточню. Okay, it's okay? Yeah. It's good? Yeah. I'm a blogger, bro. I have YouTube channel. Yeah. Короче, сейчас я посижу здесь. На меня все так смотрят вообще со всех сторон. Просто мне так непривычно это делать здесь. Я вам покажу автобус, как он выглядит вообще изнутри. У меня будет двойное сиденье, двойное кресло. То есть там лежачие места, и что-то у меня будет сосед. Смотрите, какой десерт я заказал. Вот сейчас будем пробовать с вами. Ну и напиток здесь же. Поэтому всем, кто кушает, приятного аппетита. Bro, I want to make a video. Oh my god, it's crazy. В общем-то, я сейчас уже нахожусь в автобусе. Мы уже стартанули. This is my neighbor. Yeah. Так вот выглядит наш автобус. Мы находимся здесь в таком в красивеньком месте, заведении, где можно покушать. Да, со мной хотят сделать фотографию. Скоро будем уезжать. Это мой индийский друг, который является моим соседом. Надеюсь, все будет хорошо, все в порядке. Наделали фотографии уже. Так вот здесь все выглядит изнутри. Здесь есть подставочка для воды. Тут наши рюкзаки лежат. Это мой друг, Indian friend. Так вот выглядят здесь подушки. Есть одеяльца. И здесь вот так вот все это снаружи выглядит. Вот такой здесь вид из окна. Можно зарядить телефон. Кондиционер у каждого. Но лампочки не работают. Кстати, я нифига не поспал. Не знаю, что у меня сейчас творится на голове. Посмотрите меня в новом образе с бородой. Сейчас решил отращивать бороду. Сосед мне попался отличный. Мы с ним пообщались. Он на английском вообще практически не говорит, но такие базовые слова знает. Говорит он на хинди. Мы нашли общий язык. У него дочь ведет YouTube-канал, выкладывает шортсы. Благодаря шортсам я тоже повысил активность на своем канале. И наконец-то пробил новую отметку в 500 тысяч. Хорошая оговорка, 500 подписчиков. Поэтому, кто смотрит этот влог, обязательно подписывайтесь на канал. Давайте добьем до первой 1000. Это будет вообще потрясающе. Сейчас мы уже находимся в Ченае. Доехали до города, в котором я сегодня проведу целый день. Ехать еще, наверное, мне минут 30 до моей остановки, на которой я буду выходить. И дальше уже направлюсь к океану, к заливу. И сегодня поснимаю вам несколько достопримечательностей, 100% посетим. Также планирую отправиться в торговый центр, потому что я не знаю, как тут насчет еды, острая она или нет, но я уже пробовал кушать в Макдональдсе и сделаю это снова. Надеюсь, там будет не остро. Еще пока нахожусь в автобусе, уже скоро выходить, совсем немножко осталось. Хочу вам рассказать, что произошло перед отъездом. Я был в Вестинговике первый раз за границей. Катаюсь один по Индии. Это как бы не очень сильно безопасно. Остановку я с годом пополам нашел, с которой я должен был стартовать на этом автобусе в Слипере. Общался с местными индийцами. Мы разговорились, когда они говорили по-английски. В итоге вроде как уверен был, что с этой остановки я буду стартовать. Время уже было 9:45, как раз таки, когда должен был приходить автобус. Он вовремя, конечно же, не пришел. Мы простояли, и потом мне паренек говорит: так, слушай, это типа, наверное, не та остановка, с которой тебе нужно ехать. Я говорю: и насколько далеко находится та остановка, с которой я буду стартовать? Он говорит: 1 километр. Я говорю: и что мне делать, как я сейчас буду добираться до той остановки? Я попросил его помощи. Он был на байке. Мы сели на байк и поехали искать эту остановку. Спрашивали, где они находятся.
Они в итоге приехали на ту же остановку, а мы там где-то в 1 километре от этой остановки находимся. Потом меня он подвез, и я сел в этот автобус. Мы стартанули где-то в 10-15. Слава богу, я сел вообще в этот автобус. Мог вообще остаться в Бангалоре и никуда не поехать. Это было бы вообще не здорово, не прекрасно. Но сейчас я уже нахожусь в Ченае и скоро буду выходить. Здесь вот одноместные идут номера. В следующий раз, думаю, буду покупать одноместные. Это более комфортно, как бы, чтобы соседей не было. Это удобно, можно и поспать. Я просто в голове у себя картинку рисую, что я с Абазы до Красноярска еду на таком автобусе. Нам ехать примерно 10 часов. Ты можешь спать все эти 10 часов. Это прям потрясающе. Поэтому нам нужно брать на заметку и делать такие же автобусы производить у нас в стране. В России таких нет. Я уже не первый раз убеждаюсь в том, что в Индии есть порядочные, добрые люди, которые готовы помогать. Вот буквально сейчас ситуация такая произошла со мной. Я приехал на автобусе на конечную остановку, пообщался с парнем, рассказал, куда я направляюсь. Он в итоге меня подкинул совершенно бесплатно на байке. И сейчас я уже нахожусь возле нашего российского консульства. Мне нужно будет посетить российское консульство. И двигаюсь в сторону Марина-Бич. Это популярный пляж. Кстати, у них здесь нельзя купаться на этом пляже. Просто можно гулять, смотреть. Вот сейчас похожу там, поизучаю и поснимаю. Встретим рассвет на пляже. Смотрите, как здесь люди спят на берегу. Здесь, кстати, маяк находится. Я читал, что туда наверх можно подняться, но тут сейчас все перекрыто, не знаю. Нужно будет спросить. Здесь строится новая станция метро. Стройка развернулась. И какое еще интересное наблюдение. Много людей с утра приезжают. Сейчас на часах 5 часов утра. Занимаются спортом, бегают здесь. Береговая линия тянется около 10 километров. Смотрите, какая красота. Добрался до залива. Этот друг везде со мной. Я наконец-то снова у океана, у залива. Встретил здесь рассвет, нафотографировался, наснимал видео. Сейчас буду уже выдвигаться дальше. Просто этот шум обожаю. Кстати, насчет мусора, здесь как бы его предостаточно, мусора хватает, но береговую линию по утрам чистят. Я это заметил. Добрался до местных лодочек, на фоне заснять хоть себя. Потому что я у многих во влогах видел эти лодки. И покажу вам сейчас местный мусор, как это выглядит вообще. Загрязнение океана, нашей планеты. Это не есть хорошо на самом деле, ребят. У меня даже вот сейчас с собой, вот здесь вот мусор находится в этом пакетике. Там бананы и салфетки влажные. Я планирую это выкинуть, но пока нигде не могу найти урну. То есть у них с этим тут плохо все. Не хватает урн, поэтому будем с вами искать и выкинем в нужное место. Но здесь достаточно мусора. Очень круто. Еще что меня радует, я когда сюда пришел, я по песку подходил к береговой линии, а здесь она как бы длинная идет, около 200 метров нужно идти до океана. Вот, и здесь есть дорожка такая из дерева сделанная, вот, по ней намного комфортнее передвигаться. Сейчас вот я двигаюсь со своим штативом, с этим мусором,
Надеюсь, я его скоро выкину где-нибудь, сейчас найдем можно. Пойдем с вами ближе уже к консульству России. Нужно будет еще перекусить. И мне нравится вот здесь вот по дорожке идти, меньше песка. Купаться, как я и говорил в начале, купаться здесь запрещено. И я читал о Чинае, что здесь как бы загрязненная вода, тут не стоит купаться. Хотя неподалеку здесь находится Пандучерри от Чиная, там уже это все разрешено. И официально разрешено у них купаться на Гоа. Ну что ж, я нашел хоть какую-то урну. Сейчас это пойдет туда. Ну да, тут, короче, для мусора. Вот, делайте вот так, ребят. Не бросайте мусор посреди улицы, как это сделают здесь. Посмотрите, здесь еще полицейский участок есть. Полицейские находятся. Посмотрите, в каком месте я сейчас нахожусь. Совсем неподалеку от пляжа Мария-Бич. Здесь находится церковь Святого Фомы. И сейчас я нахожусь возле нее. Мне это напоминает европейскую архитектуру. Мы уже посещали Майсур. Этот влог у меня есть на канале, кстати, можете перейти посмотреть. И сейчас что-то подобное находится в Чинае. Так красиво на самом деле. Круто изучать местные достопримечательности. Это считается одной из главных достопримечательностей Чиная. Поэтому, кто когда-либо будет в этом городе, обязательно посетите это место. Здесь невероятно красиво. Пойдем немножко. Смотрите, красота. Здесь вот проходят литургии, указано время. И проводятся они на двух языках, на английском и тамиле. Я не знаю, на самом деле, этот язык. Я посидел немножко внутри церкви и сейчас выдвинулся просто прогуляться по городу. У меня еще до приема, до визита, он будет у меня в 11 часов. Есть 2 часа, и я по карте посмотрел, тут смогу сделать небольшой круг. Походим по улочкам Чиная, посмотрим, как на самом деле выглядит жизнь здесь, как она кипит. Но единственное, после того, как я вышел с пляжа, пляж Марина называется, я его вроде как называл Мария вначале, но это Марина пляж. Я когда зашел в город, здесь так шумно стало, но хотя для меня это не удивление, практически во всей Индии, и в Бангалоре, и в Майсуре, когда ты гуляешь по городу, прям очень-очень шумно. Они постоянно сигналят, и сейчас, возможно, меня даже плохо слышно, то есть это проблема для всей Индии вообще одинаковая. Поэтому сейчас погуляем по местным улочкам, посмотрим, как все у них здесь устроено. И как выглядит настоящая жизнь в городе Чиная. Хочу поделиться своими впечатлениями. Сейчас вот гуляю по райончику. Здесь так красиво, здесь есть тротуары, это огромный плюс для Индии. И смотришь, прям здания такие современные, архитектура интересная, и все хорошо благоустроено. То есть асфальт хороший, качественный, парковая зона есть, много растительности, деревьев. Я прям иду и наслаждаюсь. Просто смотрю по сторонам, много фотографирую, снимаю. Надеюсь, мне хватит сегодня памяти на телефоне, потому что она у меня забита еще с предыдущих путешествий, и я до конца еще не успел почистить. Поэтому хожу, наслаждаюсь. Очень жарко, влажность высокая, и чувствую, когда будет час дня, самое пекло, я 100% поеду в какой-нибудь торговый центр и пробуду там.
а уже ближе к вечеру еще с вами что-нибудь поизучаем. Но вот этот шум, он очень мешает говорить. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. Кайф, чистый кайф. Здесь мы уже пришли к местным магазинчикам локальным. Вот как здесь все продается, выглядит, упаковывается. Хожу я такой, брожу и натыкаюсь на такую красоту. Я как понял, это какая-то школа для детей, также сюда и приходят взрослые. Вот, смотрите, как круто. Такая вот книга здесь представлена. И вот такое вот здание. Я сейчас вокруг обхожу это место. Не описать словами, как здесь красиво. Я наделал кучу фотографий. Боже мой, мне так нравится это место. Ребят, кто будет в Чинае, обязательно посетите его. Я, может быть, геолокацию, не может быть, я точно оставлю в описании геолокацию на это место и на другие места, которые я посетил в этом городе, чтобы вы могли их быстро найти и тоже побывать в этих местах. Здесь так все благоустроено, много зелени, темпл. Ребята, здесь дети учатся, боже мой, какой кайф. Я не верю, что это со мной происходит. Такое вообще реально возможно. Наслаждение. В итоге душа поэта не выдержала, и я купил себе попить холодной водички. Прям очень-очень жарко становится. Посмотрите, как тут грязненько. Переход какой. И вот здесь вот речушка. Тоже грязная. Так, ну что ж, я приехал в торговый центр, добрался. У меня сейчас для вас есть такая вообще история интересная. Я вам ее расскажу, как размещусь где-нибудь. Мне нужно обязательно покушать. Ребята, короче, слушайте, я добрался до Бургер Кинга, сейчас буду здесь кушать. Хотел вам рассказать историю, что со мной сегодня вообще приключилось. Я когда приехал в консульство, я не приехал, я дошел, я там пешком гулял. Пришел в консульство, было на часах 11 часов утра. В итоге я там прождал очень долгое время, из-за того, что там принимают по 4 человека максимум в комнате. Ждал, пока там выйдут люди. В итоге дождался, потом заполнил заявление, мне нужна предсправка в университет. Подал эти документы, вот, заплатил, она не бесплатная, эта справка. И суть в том, что мне потом еще придется сюда приезжать за этой справкой. Я ее заказал, все в порядке. Я выхожу из этого помещения и захожу в интернет. У меня ограниченное количество гигабайт на телефоне, и, соответственно, я не могу сейчас сидеть в Инстаграме, ВКонтакте и так далее, в всех социальных сетях. И хожу в Телеграм, мне присылает Маша сообщение о том, что мой билет назад отменили. То есть ей вернули деньги на карту. У меня только недавно я карту завел, у меня нету личного счета здесь, а она как бы онлайн оплатила мне. Вот, и ей пришло сообщение, что вернули деньги за мой билет. Я думаю, отлично, и что мне делать? Благо, вчера на том автобусе, в котором я ехал, я заобщался хорошо с пареньком, и мы продолжили с ним общение, и он сказал, если хочешь еще куда-либо заказывать автобус, бронировать, то делай это через меня, у меня будет скидка там 10%, как бы, и он всегда на связи находится. В итоге я думаю, что делать, давай быстро ему писать, что у меня отменили автобус, можешь мне забронировать в своей компании автобус. Он такой, да, все, окей, давай, вышло это 918 рублей назад билет, и я звоню Маше, Маша так, типа, мне нужно сейчас оплатить, у меня тут еще счета здесь нет, я не могу онлайн оплачивать, у меня только наличка.
она говорит, типа, что, ну, я не смогу сейчас оплатить. Я быстро давай писать еще другой одногруппнице Мэгнис. Она подключилась, переслала ему деньги на его счет. Он оплатил этот билет, и билет был куплен. Я думал, слава богу, одной проблемы меньше. Но я там и так сидел вообще на нервиках. Мне нужно было быстро это все решать, все эти вопросы. И, слава богу, я сегодня уезжаю отсюда. То есть, как и планировалось, я отсюда уеду и завтра уже с утра буду в Бангалоре. Что из плюсов? У меня сейчас будет уже такой совершенно автобус, более комфортный, на котором я ехал сюда. Вот, и это будет слипер. Но до конца не знаю, я буду снизу спать или сверху. Это мы узнаем с вами вечером. Вот, я доволен, что я поеду на этом автобусе, но главное мне опять не просраться с этой локацией, с меткой, с которой мы будем стартовать, и вовремя туда приехать. Сейчас я пришел в Бургер Кинг, покушаю здесь, заказал себе бургер, картошку, пепси. Как обычно, короче. Вот, поем. И я очень расстроен, что здесь нет Wi-Fi. Потому что я бы сейчас загрузил видео в шорты, в Инстаграм, запрещенную социальную сеть в России, загрузил бы Reels. Вот, поработал бы. Но я и так сейчас комментирую, как бы посижу, но без интернета. И я хотел вообще выразить огромную благодарность индийцам, вот тем ребятам, да, которые мне сейчас помогают в этой поездке. То есть с человеком, с которым я ехал, соседом, я был, мы с ним хорошо пообщались, обменялись номерами. Потом, когда я приехал в Ченай, меня еще один индиец подкинул до пляжа Марина. И это все было абсолютно бесплатно. Назад чуть мне придется потратить на такси, чтобы тут доехать. Вот. И сейчас, когда у меня возникла эта резкая проблема с моим билетом, мне тоже быстро паренек помог. Я сомневался даже немного, то есть не пришлет ли он себе эти деньги, то есть мы сейчас ему перешлем, и он пропадет. Как это у нас, да, в России бывают мошенники. Но все оказалось хорошо, он как бы забронировал мне билеты, то есть честный паренек. И мои одногруппники, спасибо им вообще тоже за поддержку. Если вы смотрите этот влог с переводом, я говорю на русском языке, я хочу выразить вам огромное спасибо, вы очень сильно меня поддерживаете. Мэгнис быстро подключилась, перевела ему деньги, то есть это нужно было делать очень быстро, потому что билеты бронируют заранее, да, а я в этот же день мне уже сегодня вечером выезжать. Вот. Такой день сегодня на нервиках, но я доволен, что я приехал в этот город. Мне он очень сильно нравится. Сейчас нахожусь в торговом центре, потому что тут нет Wi-Fi, но все же тут есть H&M. Я не знаю, правильно сказал, язык заплетается. Вот, сейчас, может быть, в него схожу, посмотрим, а может быть, что по одежде куплю. Ну а так, я доволен этой поездкой. Ну, день еще не заканчивается, поэтому оставайтесь со мной. Ждем новых приключений, что вообще будет дальше. И еще вставлю вам видео, с кем я сюда набирался. Скачал приложение местное, Ола называется, по которому можно бронировать как бы это такси. Тут есть рикша, в Uber есть рикша и машины обычные, а вот скачал Ола, там есть еще и байк. Вот, я в итоге на байке доехал от консульства до торгового центра, там паренек какой-то трудно был, сейчас ставлю моменты, я его не снял, с кем я ехал, но зато он на байке меня там по таким мелким улочкам провез, посмотрел, еще больше углубился и проникся городом Ченаем. Вот, поэтому все потрясающе, сейчас буду кушать. Давайте, оставайтесь со мной, ждем новых приключений от меня, новых новостей, день продолжается. В общем-то, я себе не изменяю, как обычно, картошка, классический бургер. Картошка, кстати, горячая, бургер уже холодный, но я пока говорил 5 минут, он, возможно, остыл. Соус сырный и пепси. Но это самое не острое здесь, остальное я просто не рискую пробовать. Кто ест, приятного аппетита. Вышло это, давайте посмотрим, на 328 рублей. Вы только посмотрите на это. Запрещенку снимаю. H&M. Зашел в H&M. Померить футболки. Мне нравится вот такая вот оверсайз, но она черная, блин. Просто Total Black. Хочется светлую, но белой такой нормально не было. Тут есть как бы вот такая белая, но она качеством не очень. Мне не нравится. А черная, это все весь в черном будет, как-то тоже не очень смотрится. Надо подумать. Еще, короче, вариант. Ну вот это уже к телу получше, и она смотрится намного лучше. Она как бы подороже идет. Так она нормально на меня прям села, обожаю такие футболки. Смотрите, другого цвета.
Я не понимаю, она мне нормально прям сидит или она мне большевато, S-ка. Или мне XS-ка нужна. Блин, надо будет сейчас спросить. Ну, вот этот цвет уже получше, типа поинтереснее. Но черный прям вообще хорошо сел на меня. У меня глаза разбегаются. Я готов был бы все сразу купить. Но не сегодня, думаю, и черная футболка. Пока не понимаю, с чем я могу ее сочетать. Я как бы в интернете еще посмотрю, там, с чем ее можно сочетать, вообще с каким низом. И уже позже определюсь. В Мангалоре также есть H&M. И там я схожу, посмотрю также. И чувствую, я закуплюсь перед отъездом одеждой. А с какой проблемой я сейчас столкнулся? У меня стремительно разряжается телефон, осталось 50%. Я не знаю, смогу ли я продолжить вообще снимать, рассказывать и вообще делать контент. Потому что мне зарядки нужно, чтобы до вечера хватило, чтобы сесть на автобус как бы и доехать до Бангалора. Поэтому, если что, я заранее с вами прощаюсь. Возможно, на этом моменте закончится влог. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я думаю, мы увидимся с вами совсем скоро. Не болейте. И желаю всем удачи. На связи. А еще экстренное включение. Я хотел вам рассказать об одной ситуации, которая сегодня произошла со мной в консульстве. Когда я туда приехал, я, правда, много времени прождал там, чтобы меня приняли. То есть там не все прям по записи было в 11 ровно. Мне пришлось там еще подождать минут 20-30. А в итоге зашел в эту комнату, в которой сидят по 4 человека. Там сидела пара, лет за 30 им. И мы с ними так разговорились, как бы они русские, с Москвы родом. Поговорили. Потом приходит человек, который им там какие-то документы заполнял. Ну, я сначала не знал, что они там вообще делают в консульстве, что им нужно было. Потом он говорит, подождите, типа, главного консула, что поздравить с заключением брака. Я такой, что? В Чинае, получается, пары заключили брак. Там прошла такая, типа, мини-церемония. Он зачитал эти слова, там, любите друг друга и так далее. Поздравляем вас с вступлением в брак. И я на этом событии присутствовал. Сидел, хлопал, улыбался. Но это было прям что-то такое необычное, потому что они сказали, что ранее они регистрировали брак около 2-3, либо 4 лет назад. То есть, ну, это давно было. И тут вот такая вот ситуация, она уникальная. Поэтому интересно было поприсутствовать там, поаплодировать. Короче, день сегодня явно занесу в актив. Супер день.